Приветствую на моем канале любителей всяких вот объемных штук, с вами Назарий. В сегодняшнем видео мы будем делать вот такое вот выдавливание из поверхности. Оно выглядит мягко, и именно вот эта особенность меня заинтересовала. Я захотел это показать. У меня появилась идея записывать коротенькие видео, там минут до 10-12, но с какой-то одной особенностью, чтобы в целом было и интересно, и легко доступно по восприятию. Вот, и да, сегодня мы сделаем вот такое вот выдавливание. В блендере в целом есть несколько способов это сделать. Ну, например, можно выдавить с помощью текстуры, можно выдавить с помощью пейнта. Ну, в плане там есть именно рисование, что ли, выдавливание буквально объектом именно на поверхности, но мне кажется, что этот способ, он чуть более ресурсозатратный, нужно больше клацать и вот всякие вот лишние действия делать. Поэтому мы сегодня будем делать именно первый вариант с выдавливания с помощью текстуры, но пройдемся по нюансам, которые возникнут у нас в целом в создании данной вот штуки. Для начала мы создаем, конечно же, plane, на который мы накидываем модификатор Multi Resolution в Generate и выбираем именно Linear, не Simple, не Subdivide, чтобы у нас не было вот здесь вот таких вот скруглений. Ну, возможно, с Simple у нас их и не будет, но классический Subdivide нам не подойдет. Вот, поэтому нам надо просто сделать подразделение именно нашей вот этой вот плоскости. Да, я даже вот выключу Optimal Display, нажму Linear и нажму где-то до 8 раз, потому как нам нужна такая приличная детализация, чтобы просто это выдавливание было, ну, более гладким, более симпатичным. Так как у нас ничего больше другого на сцене нет, это в целом терпимо, то, что у нас такая плотная сетка. Вот это не вызовет никаких проблем. Хорошо, эта сетка у нас есть. Давайте теперь добавим модификатор, который называется Displace. И сейчас, соответственно, нам надо что-то из этого выдавить. Нам нужна картинка. Картинку сделать достаточно легко, поэтому не пугайтесь, вы можете пользоваться любым графическим редактором, но в моем случае это будет именно Photoshop. У нас есть текстовый объект, то есть вы создаете какой-то текстовый объект, и затем нам надо взять, накинуть на него модификатор, не модификатор, извиняюсь, эффект, что ли, который называется размытие по Гауссу. Конвертируем, да, в смарт-объект, в целом это не важно. И так как это будет один из трех слоев, нам надо, чтобы самый нижний, он имел наибольшее размытие, чтобы иметь основание достаточно-таки мягкое у этого нашего выдавливания. Поэтому я возьму 15, затем Ctrl-J, J как зонтик. Вот, я продублирую и Gaussian Blur сюда опять классну, поставлю уже поменьше, например, я думаю 5. Затем еще раз Ctrl-J, продублировал, опять в Gaussian Blur захожу и поставлю, например, я думаю, 2. Вот, нам надо, чтобы вот это вот основание, оно имело такой мягкий переход, но при этом сама его вершина была достаточно-таки острой. Именно поэтому мы делали вот такие вот постепенные переходы. И да, то, что черное не выдавливается, то, что белое выдавливается, а все вот эти вот градации от белого к черному, то есть вот эти градации серого, они будут такими вот промежуточными, что ли, подъемчиками, которые у нас будут на 3D-модели. Мы сохраняем это все, не обязательно в картинку, мы можем просто в PSD файл сохранить, и это будет восприниматься блендером прям-таки на ура. Вот. Здесь в Displays мы создаем новую текстуру. Переходим во вкладку с текстурой. Так, тут она у нас создалась. Нажимаем Open и открываем, собственно, наш PSD файл. Таким образом, мы взяли и выдавили, собственно, нашу картиночку, да. Затем, что мы делаем? Правой кнопкой мыши Shade Smooth сразу же, но мы сейчас поправим все вот эти вот штуки, которые у нас появились. Mid-level мы выкручиваем на 0, просто чтобы можно было выдавливать только нашу вот эту вот штучку, которая у нас есть. И теперь перед нами стоит задача сделать это все симпатичнее. Во-первых, вы при желании можете накинуть еще разделений, но только имейте в виду то, что это будет чуть-чуть подлагивать. Вот, что мы делаем далее? Далее у нас есть вариант добавить Smooth Corrective, во-первых, чтобы сделать это все более гладким, более мягким. Можно взять и фактор уменьшить, чтобы оно не так сильно влияло. И затем можно сверху накинуть еще один Subdivision Surface, уже Subdivision Surface, подчеркну, не Multi-Resolution, чтобы сделать это все более гладким. Ну, вообще, это в идеале так сделать, просто потому что у нас, ну, есть прям такие вот ребрышки, которые достаточно неприятные, и от них надо вот именно избавиться. И как вы видите, вот эта вот плавность, которая у нас есть от вот этого перехода, она создана за счет именно
размытия по Гауссу. И как сделать теперь вот этот вот подъем? Для начала я бы хотел взять и во вьюпорте уменьшить количество вот этих вот подразделений прям-таки кардинально. Да, сейчас получилась каша, но нам надо взять, сделать именно вот эту вот анимацию, которая у нас была. Поэтому мы переходим, значит, на первый кадр. В дисплейсе у нас есть вкладочка Strength, топ-то уже на украинском заговорил, топ-то, да, то бишь сила, и мы берем на первом кадре, ставим I, на клавиатуре нажимаем кнопочку, и давайте, ну, нам надо на первом кадре, чтобы это было 0, так опять I, вот, на первом кадре у нас есть нолик, то есть сила выдавливания у нас, соответственно, 0, на 250 или на каком-то у вас это будет, давайте поставим 0.15, например, да, и опять-таки нажмем I. Вот, таким образом, у нас есть анимация выдавливания, как вы можете вот увидеть. Оно прям плавно, правда, выдавливается, но она, тем не менее, у нас есть. Нам важно было сделать ее именно сейчас, потому что просматривать в вьюпорте, когда у нас будет много подразделений, ну, будет прям затруднительно, поэтому имейте это в виду. Вот, конечно же, ставим 60 кадров, потому что на конечном вот выходе нам нужны будут именно 60 кадров. Ну, то есть вот теперь оно побыстрее выдавливает. А теперь мы возвращаем во viewport вот это большее количество, собственно, подразделений. Давайте попробуем посмотреть. Ну, тем не менее, слушайте, у нас все-таки нормально получается это просматривать, даже не с такими большими задержками, потому что, ну, как вы помните, сегментов у нас тут достаточно много, и вот могут возникнуть прям какие-то подвисания. Ну и вот, как вы видите, само выдавливание мы сделали, нам осталось только добавить какой-то свет и в целом, ну, сделать какое-то там, какие-то настройки, просто чтобы это можно было сохранить. Так. Ну хорошо, допустим, вот анимация у нас уже есть, в целом с этим все понятно. Свет можно сделать достаточно-таки простой, можно, во-первых, сделать его солнцем или же HDRI-картой. Ну вообще я люблю HDRI-карты добавлять вот куда ни попадя, поэтому давайте, собственно, это и сделаем. Я открою какую-то HDRI-карту, которая мне понравится, ну, например, вот эту вот. Так. Сразу же добавлю там вид с камеры какой-никакой. Так. Можно здесь вообще поставить ортографик. Вот так вот. Как-то вот так приподниму. Вот так вот сделаю, условно. Я бы хотел сделать черно-белую именно сцену. Hue Saturation сюда вставляю между бэкграунд и цветом, цветом и картинкой. Saturation на 0 вывожу, и теперь у нас есть вот такая вот, собственно, сцена. Затем мы, конечно же, можем Color Management взять, открыть кривые, потянуть чуть-чуть вниз и сделать эту всю историю чуть более контрастной. Таким вот образом у нас есть вот такое вот достаточно минимальное, но тем не менее освещение. Вот, в настройках вы уже можете поставить, ну, чуть поменьше количество сэмплов, там, не знаю, 128 или 256. Вот, затем во вкладке с аутпутом выбрать папку, куда вы хотите это сохранить, и файл формат поставить FFmpeg для MP4 файла, и затем в энкодинге поставить вместо матроски MPEG-4, вот именно. И затем, когда вы будете рендерить это все, рендер animation, у вас, соответственно, получится та же самая анимация, которая была и у меня. Всякие детали по типу, там, чуть более сильного сглаживания вы можете, соответственно, редактировать в самом фотошопе. Например, если мы возьмем, сделаем это все чуть более размытым. Давайте вот прям наглядно. Здесь вот так. Здесь мы возьмем вообще вот как-то вот так вот. Тут мы возьмем, наоборот, меньше, например. Ctrl-S. И да, как это все обновить? Смотрите, мы переходим во вкладочку, опять же таки, с текстурой. И тут надо вот эту удалить текстуру. А вот эту опять, по сути, ту же самую загрузить. И вся анимация, которая у нас есть, она сохраняется, потому что мы поменяли всего лишь текстуру, но именно сам фактор силы, он остался. И как вы видите, отталкиваясь от изображения, это все поменялось. И, конечно же, если мы сделаем сейчас там еще один Subdivide Linear, вот, то детализация у нас стала прям вообще вот классной. Но, соответственно, больше времени займет
ну, рендеров, что ли, вот этой вот штуки. Ну и да, там всякие плавности перехода вы можете уже изменять внутри в самой картинке. Вот, но таким образом мы сделали именно то выдавливание, которое я хотел вам показать, а дальше вы уже можете применять его где угодно. Хоть там логотипы выдавливать, хоть на упаковке выдавливать какой-то текст и все, что вообще захотите. Вот, с вами был Назарий, я поэтому с вами прощаюсь. Пожалуйста, оставьте комментарий, как-то подпишитесь там на меня, кнопочку нажмите и в целом оставьте какой-то позитивный, а лучше негативный комментарий, потому что я всегда люблю общаться с людьми, которые пытаются донести какую-то свою мысль, что я делаю что-то неправильно. Таких людей очень много. Классно, что мы общаемся именно на моем YouTube-канале, но давайте, ребята, подтягивайтесь все, кто плохой и кто хороший. Да, но в любом случае, мне все равно, поэтому если вы посмотрели, то это уже хорошо, это уже в плюс для меня. Все, всем спасибо и всем пока.